Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю быстрые хачапури на творожном тесте. Ленивый вариант без дрожжей и раскатки теста. Они готовятся быстро и без лишних хлопот. Сыр добавляется и в тесто, и в начинку. Поэтому хачапури получаются особенно мягкими, сочными и тянущимися. Это отличный вариант для быстрого завтрака, перекуса или ужина, когда хочется горячей выпечки без долгого ожидания. Прямо здесь и сейчас. Для приготовления теста мне понадобится в миску выкладываю творог. Для рецепта я использую домашний творог. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Сегодня у меня творог очень нежный и мягкий. Добавляю натертый на мелкой терке сыр моцарелла. Можно использовать любой твердый сыр. Добавляю 2 яйца среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 60 граммов. В зависимости от того, какой используете сыр, добавляйте соль. Перемешиваю. И теперь в эту творожно-сырную массу просеиваю муку и разрыхлитель. Безусловно, муки для рецепта может понадобиться больше или меньше, в зависимости от влажности творога и от размера яиц. Хорошо все перемешиваю. Тесто здесь невероятно простое, руками его даже не касаемся, все вымешиваем лопаткой. Посмотрите сейчас, какая консистенция теста у меня получилась. Я сюда добавлю еще немного муки. Но я это делаю именно потому, что у меня такой достаточно влажный творог. Вы обязательно смотрите по консистенции. Возможно, вам не понадобится добавочная мука. Я добавила столовую ложку без горки. И вот такое тесто у меня получилось. Я подготовила противень, выстелила его пергаментной бумагой. У меня бумага силиконизированная, хорошего качества. К ней ничего не прилипает. Если у вас бумага не такого хорошего качества, смажьте ее немного растительным маслом без запаха. Тесто я разделила примерно на 2 части и выкладываю на противень. И теперь просто при помощи обычной ложки я формую лепешки. Придаю им форму вот таких лодочек. Можно сделать круглые лепешки, как вы хотите, как вам больше нравится. И я делаю сразу такое небольшое углубление, куда буду выкладывать начинку. На каждую такую лепешку у меня ушло примерно 365 граммов теста. И теперь по желанию еще сверху бортики можно присыпать кунжутом. И кунжут прямо вот так вот немного прижать. Подготовлю начинку. Для начинки мне понадобится кусочек сыра, у меня моцарелла, натираю на крупной терке. Можно использовать сыр сулугуни, либо другой твердый сыр. Кусочек сыра фета раскрошу руками. Можно вместо феты использовать и адыгейский сыр, либо взять творог. Но мне нравится именно фета, за его вот такой чуть солоноватый вкус. Мелко порежу небольшой пучок петрушки. Зелень используйте по своему вкусу. Или если не хотите, можете ее вообще не добавлять. По вкусу можно добавить немного соли. У меня здесь соль с красным перцем. Перемешиваю, и начинка готова. Визуально начинку делим примерно на 2 равные части. Каждую часть выкладываю на лепешку. Как видите, получились вот такие красивые лодочки. Выглядит все великолепно. И как же это быстро готовится. Выкладываю начинку на вторую лодочку. Слегка прижимаю. И теперь мои шикарные творожные лепешки хачапури отправляю в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Они должны красиво подрумяниться сверху. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Друзья, вы только посмотрите, какая красота получилась. Какие нежные, великолепные хачапури. Мягенькое тесто и какой же аромат. Вот такое очень нежное, мягкое творожное тесто получилось. И, конечно, вкуснейшая начинка. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий
И подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!